maybe a secret at the moment, but we can see that there's a shift at the moment towards yellow. So colours are getting warmer again. Yeah, people are moving towards colours like yellow pink and motlake and these sorts of golden. Скажем так, пока это секрет, но мы видим, что постепенно начинает делаться популярным желтый цвет. Это прослеживается, потому что вот эти вот зеленые цвета, что вот зеленый рядом красный. Я видела домики Шекспира. Там оформлено все помещения вот таким вот цветом, в таких цветах. То есть вот цикличность все равно существует, и хотя в секрете держится, что дальше будет, но тем не менее можно последить. Color perception, even though that you are saying that it's still a secret, but I think we can have a fairly accurate guess about it. Definitely, and I think there are specific on-trend colours that we look at each season, but you're absolutely right, there's definitely a look back to the past, and that's what we're doing with these. All of these colours are hundreds of years old. They're not new colours, but we pick from 200 colours these specific on-trend colours that we think will work for the contemporary interior. Вы совершенно правы. Мы отчасти стараемся следить за предпочтениями современной публики в плане цвета, но, опять же, ни один из этих цветов или оттенков, которые вы видите, он не новый. Они все, им всем по 100, 200 или 300 лет. Мы их просто сгруппировали вот в таком вот виде. Получилась очень современная подборка. In this combination, they have a very contemporary look, very up to date. Yeah, and we try to show in our imagery and our styling, we try to put the green colours together in contemporary ways. Мы как раз и стараемся в наших решениях давать такие современные сочетания зеленых цветов. But there were other greens as well. There are maybe 20 other greens that we said, oh no, those greens don't work here. Ну, это не единственные зеленые оттенки, которые мы обнаружили. Есть еще порядка 20, которые не вошли в карту, просто потому что они как бы, не ложились сюда. And maybe in 5 years' time, those colours will be relevant again. Sometimes we look at our colour cards from 10 or 15 years ago, and we take the old colours that we had then and put them on the new card because, as you say, trends work in cycles. Может быть, через 5 лет вот как раз те цвета, о которых сегодня мы говорим, нет, наоборот, в пользу них будет сделан выбор, потому что мы довольно часто смотрим на палитры, которые у нас были 10 или 15 лет назад, и какие-то цвета переносим в современные палитры, потому что вы правильно сказали, восприятие цвета получается циклично. We don't believe there are new colors. They're just colors where we didn't focus before. We just didn't look very close. And the idea of a collection of green is really just to open our minds about other possibilities. These colors existed before, but we didn't look at them, that's all. Мы не считаем, что есть какие-то... Точнее, мы считаем, что в природе и вокруг нас все цвета уже есть. Просто есть некоторые из них, кому мы пока не уделяли достаточно внимания. Поэтому вот группировка их в таком виде как раз один из вариантов как бы сосредоточиться на том, чтобы посмотреть, что можно сделать именно с этими сочетаниями. I can tell you a secret. This really is a laboratory for us to discover which are the best greens. So we make 31 greens, we give them to you. If you buy them, it's a success. But some of these greens will be not good and some will be very good. We not know the answer yet. We will find out after 1 or 2 years. Для нас это исследовательская работа, это метод проб и ошибок. То есть вот мы сейчас в эту палитру включили 31 новый зеленый оттенок, предлагаем вам. Какие-то будут популярны цвета, какие-то не будут популярны. Какие мы не знаем. Это вам решать. Можно как-то? Научная работа проводилась наверняка, да, по этим цветам, а география, подсказать, с каким местам отдавать предпочтение в Англии? Не совсем понял вопрос. Географически какие цвета чаще встречаются? Знаете, какие-то
if we put all these colors in a geographical perspective, can you tell us what colors were particularly popular in particular regions of your country? Or is it not geographically specific? These softer, more muted tones are from the north, they're from the countryside, they're from the Lake District. Вот эти вот мягкие приглушенные тона, они были взяты из озерного края, с севера Англии. And these tones, these more stronger ones, these more lively ones, are actually from the outskirts of London. Вот эти вот более яркие и более энергичные тона, эти были обнаружены в интерьерах домов на окраинах Лондона. I would say this is absolutely typical, because last year we spent some time traveling through cities in Russia. We went to Ufa and to Novosibirsk and to Vladivostok and Krasnodar. We met many different designers, really. And I have to tell you, in Moscow you have the most dynamic. You're using the most brave colors. So to find the bravest colors in London is normal. Where we live in the north of England, people are more conservative. It's the way. And perhaps they want more restful tones because there's more countryside, it's more peaceful and tranquil. Здесь, наверное, можно сказать, что не случайно мы наиболее яркие краски обнаруживаем в интерьерах домов, которые находятся в столице. Так вот, например, в прошлом году мы совершили поездку по России, мы были в Уфе, в Новосибирске, в Краснодаре, в разных городах, но самые яркие, встречались с дизайнерами во всех этих городах и видели, что самые яркие цветовые решения выбирают люди, которые живут и работают в Москве. Поэтому точно так же самые яркие краски мы находим у нас в Лондоне. Почему? Может быть, это продиктовано ритмом жизни, может быть, это обусловлено тем, что люди, которые живут за городом, по природе своей предпочитают более мягкие и спокойные краски. Может быть, более консервативные люди за городом живут. Это как обычно было, в городах более продвинутые, там более консервативные. It does seem quite typical because I think it is fair to say that more conservatively minded people live in the countryside and more dynamic and energetic people tend to live in cities. Yes. Yes, the more dynamic people concentrate to the city because the money is more there. They are more competitive, they are more dynamic, and maybe a little bit more conservative. Ну да, более энергичные люди, более состязательные по своему характеру, да, они, скорее всего, концентрируются в городах, потому что там больше вариантов заработать. Все успеть. I think it's also about the style of the housing as well. So country houses tend to be more restful and have more muted tones, whereas in the city, where it's a bit more activity, people want to use brighter, more bolder tones. Ну и плюс к тому выбор цветов зависит же в целом от интерьерного решения. За городом люди предпочитают более спокойные цветовые схемы. В городе, опять же, наверное, обусловлено ритмом городской жизни, больше склонности к более ярким цветам. Okay. Well, Thank you for having us. thank you. Спасибо. Thank you. Thank you.